Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Грибоед, и сегодня мы будем продолжать укреплять нашу иммунную систему с помощью гриба чаги. Только сегодня я покажу, как готовить не настой, а настойку из этого гриба. Вот у меня в руках сухой гриб чага. Вот так он выглядит при близком рассмотрении. Целый кусок чаги я разрубил на две части. Один я использовал для изготовления настоя на воде, а этот буду использовать для изготовления настойки спиртовой, а точнее на водке. Хотя чага и березовый гриб, но не каждый гриб, растущий на березе, это чага. Вот, это как раз пример гриба не чаги. А вот такие наросты на дереве — это тоже не чага, хотя и очень похожи по форме. Чагу можно собирать круглый год, но только с живых берез. И даже если береза стоит вертикально, это далеко не значит, что она живая. И вот вам пример. Видите, уже погибшее дерево, но оно стоит вертикально. И если бы на этом дереве была чага, я бы ее ни в коем случае не брал. После моего предыдущего видео о чаге ко мне было очень много вопросов. И я еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет не о лечении коронавируса, а об укреплении иммунной системы человека. Вот чага, которую я буду использовать для приготовления настойки. В качестве алкоголя у меня не чистый спирт, а обычная водка 40 градусов. На самом деле настойка более эффективна, чем водный настой, так как алкоголь лучше вытягивает из чаги полезные и лечебные вещества. Водки у меня 500 мл, и для правильных пропорций мне нужно 85 грамм сухой молотой чаги. Вначале я раскалю высушенную чагу на более мелкие фракции. Черную корку с поверхности чаги я специально не счищаю, так как эта корка является очень мощным противовирусным средством, а моя задача с помощью этой настойки укрепить иммунитет, чтобы организм смог противостоять различным вирусным инфекциям, в том числе и коварному коронавирусу. Сейчас я показываю, как можно измельчить чагу без лишних инструментов и приспособлений, так сказать, по старинке. В таком виде чага очень напоминает кусочки драгоценного янтаря, что вполне соответствует ее ценным свойствам. А теперь мне надо измельчить чагу. И для этого я беру обычное полотенце или любую плотную ткань из натуральных волокон, заворачиваю в нее чагу, как бы в мешочек, и любым подручным средством, у меня это деревянная качалка, превращаю мешочек в отбивную. Чага довольно хорошо и быстро измельчается. Для этой настойки мне потребуется 85 грамм молотой чаги. Но хочу вам сказать, что даже если вы будете не соблюдать пропорции, добавите больше или меньше, все равно настойка будет лечебной в той или иной степени. Дело в том, что чага такой гриб, который не боится никаких кулинарных издевательств и даже не боится кипячения. Так что можете смело даже доводить до кипения чагу с водой, если хотите. При этом не потеряете полезных веществ и будете пить лечебный чай. Сейчас мою чагу я высыпаю в банку, где она и будет настаиваться. Теперь все это я буду заливать водкой в объеме пол-литра. Чага будет настаиваться у меня 3 недели в темном месте.
И после этого я ее процежу, настойку перелью в бутылку из темного стекла, поставлю в холодильник и буду пить по 1 столовой ложке несколько раз в день. Видите, будущая настойка сразу стала насыщаться темным цветом чаги, а значит и полезными веществами. Скажу откровенно, еще не прошло 3 недели, которые необходимы для того, чтобы наша чага настоялась на водке. Но для того, чтобы вам показать, я специально отлил немного, и сейчас я продемонстрирую, как ее необходимо употреблять. Сейчас попробуем. Так, вот столовая ложка. Итак, желаю вам крепкого здоровья. Ну, кто не любит крепкие алкогольные напитки, можно запросто разводить в воде. Например, берете полстакана воды, разводите столовую ложку и затем выпиваете. Ну, вот и все. Желаю вам крепкого здоровья, не болейте и до встречи на канале Грибоед. Пока!